Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». У нас уже собираются разные вопросы по разным темам. И сегодня утром Александр говорит: давай я наснимаю нашу теплицу, а ты ответь уже наконец-то на вопросы наших зрителей, читателей социальных сетей по поводу совместного использования древесной золы и триходермина и соды. Ну и я это сейчас сделаю, а тем временем Александр снимает нашу теплицу, где мы используем мульчу и триходермин. Но ни в коем случае... давайте я лучше зачитаю вопрос и отвечу на него. Итак, одна из наших читательниц в соцсетях написала: вопрос. Древесная зола. Я делаю раствор, пол-литровую баночку, развожу и поливаю по несколько литров под каждое растение огурца и томата. В следующий раз через неделю чередую с раствором триходермина. Не вижу эффекта. Почему-то огурцы угнетены, какие-то как подсыхают. Может быть, это 40-градусная жара влияет на них? Вот такой интересный вопрос и интересный опыт. Но это у нас новички, они знают, что надо использовать и то хорошие препараты. Триходермин препарат, а древесная зола это все-таки хорошее удобрение по многим источникам. Что же происходит, когда это чередование делается огородницей? Чередование при поливе раствором древесной золы и триходермина, мы считаем с Александром, что это очень странный способ. Действительно, в древесной золе есть многие питательные полезные элементы, включая щелочноземельные металлы, соли железа, фосфаты, кальций, карбонаты и другие. Но зола имеет щелочную реакцию, а щелочь убивает споры, мицелий и продукты метаболизма гриба-антагониста Триходерма лигнорум. Механизм влияния препарата, именно этого триходермин, трихофит называют, этот механизм влияния препарата на здоровье огурцов и других овощных растений основан именно на прямом паразитировании гриба Триходерма лигнорум на телах фитопатогенов, на конкурировании за субстрат, а субстрат у нас есть, это мульча, на выделении биологически активных веществ, антибиотиков и ферментов, пагубно влияющих на развитие и размножение возбудителей заболеваний растений. Этот гриб аэробный, быстро развивается в воздухопроницаемых почвах, богатых органикой. Такая почва у нас как раз и подготовлена была для посадки в теплице, именно, кстати, на огороде, богатой именно зеленой органикой, потому что мы выращиваем сидираты, и здесь же в теплице сидираты. Здесь все есть для того, чтобы развивались эти грибы. И очень хорошо видно эту работу, и отличный результат получаем именно при поливе мульчи и почвы раствором триходермина. И многие наши зрители и читатели социальных групп получают отличный результат, используя этот опыт. И, кстати, отмечают, что заболеваемость огурцов уменьшилась, а в грунте очень большое количество червей. Грунт становится таким пористым, черным, очень красивым, и хороший приятный запах от этой земли идет. А за счет мульчи получается, что происходит? Мульча, то ли солома, то ли зеленая трава высушенная. Так вот, за счет мульчи почва насыщается легко доступными элементами питания из этой мульчи. И такое богатое жизненное пространство в почве, где находятся корни растений, заливается настоем древесной золы или еще хуже, посыпается от всей души древесной золой. И получается, что зола, имея щелочную реакцию, угнетает или убивает грибы триходермы. Поэтому ответ на ваш вопрос. 40-градусная температура – это очень тяжело. Это просто сложно выживать растениям.
и выше, не только 40 градусов. Сейчас на грунте еще больше, если это открытый грунт. Да и в теплице тоже очень жарко. И нету эффекта, потому что вы один раз вносите в почву с поливом вот эти прекрасные помощники грибы, а в другой раз, через неделю, вы их убиваете. Конечно, никакого эффекта не будет. Нужно уже выбрать, то ли биофунгициды использовать, то ли выбирать золу. Я выбрала именно триходермин. Очень мне нравится. Раньше еще фитоспорин, когда был качественный, тоже использовали. Вот. И, кстати, в прошлом году использовали фитоспорин. Триходермин, они прекрасно работают и помогают нашей почве насыщаться нужными питательными веществами, корням там легко, все там прекрасно, в симбиозе находится. И черви своим делом заняты, почва здоровая и здоровые растения. Вот на этот вопрос я таким образом ответила вам. Пожалуйста, выбирайте, то ли вы золу используете, то ли вы используете триходермин. Но такая жара, и в эту жару использовать древесную золу я бы не советовала. Я вообще отказалась от древесной золы в огороде последние годы, потому что растения очень угнетены вот этими высокими температурами и воздействием щелочной реакции соды, то есть древесной золы. Ну, конечно, вот уже дело доходит до вопроса по соде, потому что у нас было видео, мы рассказывали о том, что нужно, если вот что-то случилось, там сильный ливень, град, как быстро оказать помощь. И я рассказывала о том, что мы раньше использовали соду. Но это было всего лишь 2 столовые ложки на 10 литров воды. И это были экстренные случаи, и это не было этой жары, которая сейчас у нас. Да, был град, и нужно было быстренько растения обработать, потому что у нас не было других препаратов, других возможностей. Тогда был дефицит. Найти трихофит, триходермин, гаупсин – это сложно. Вот приходилось использовать вот то, что есть на кухне, под руками. И это всего раз в сезон было. Тогда, кстати, сложно было вот найти вот эти биофунгициды. Ну, и это было единственное всего-навсего опрыскивание. И я все-таки старалась в течение суток найти биофунгицид и опрыскивала растения затем после этой обработки. 2 столовые ложки на 10 литров воды – это не такое большое количество. И скажу, что да, была помощь, но это было при более низких температурах. Поэтому отвечаю вам, что сода сейчас у меня не используется, а у меня всегда есть в погребе заблаговременно купленные бутылки с трихофитом и гаупсином, которые использую профилактически еженедельно. Профилактически и еженедельно. Вы чувствуете вот эту важную нотку? Профилактически еженедельно. Даже если какая-то погодная аномалия, снова же, уже растения подготовлены, в почве есть нужные помощники, защитники растений. И если вот это происходит, мы обязательно обрабатываем. И мы в этом году уже столько раз показывали и рассказывали, как мы это делаем сразу же после дождей, ливней. При высоких температурах, пожалуйста, не используйте соду. Даже те 2 столовые ложки, которые использовали мы в свое время, когда было прохладно. Это ответы на вопросы по поводу использования древесной золы, сочетания с триходермином или другими биофунгицидами, а также использование соды на огороде и в саду. Сейчас идет большой такой отбор информации, и практически вы видите, что то, что предлагается, возможно, для каких-то маркетинговых задач, использования соды, древесной золы, я считаю, что это неправильно. Почему? Потому что нету одинаковой почвы, нету одинаковых условий, разные температуры, разная вода. И вот эти обработки всех под одну гребенку, все растения. И вот поэтому вы мне присылаете вот эти фотографии и рассказы о том, что растения угнетены, они словно засохли, остановились и нет никакого движения, развития.
Используем живые помощники, которые сегодня есть уже и в интернете продаются, и в магазинах есть. Вот эти биофунгициды очень хорошо помогают нам сохранить здоровую почву, здоровые растения и использовать мульчу не только для того, чтобы уменьшить температуру для корней, но и для того, чтобы еще и увеличить питание корней доступными, легко усваиваемыми питаниями, элементами питания. Ну что ж, вот так, на такой сложной комбинации слов я завершу это видео, а Александр передает вам привет и желает вам тоже удачи и понимания, что не все, что сообщается, рассказывается, это хорошо. Будьте, пожалуйста, внимательны к той информации, которую вы получаете и где-то читаете. Не спешите сразу же использовать. Есть возможность осмыслить, изучить то, из чего состоят какие-то продукты, которые предлагаются. Ну и у нас есть мозг, который должен работать, а не просто исполнять чьи-то рассказы и рекомендации. Что ж, Раиса Горяченко, Александр Волик. Прощаемся с вами до следующего видео. Всего вам самого доброго. До новых встреч на позитивной ноте на нашем канале. Пока-пока.